Слушай, я торможу, прокачусь вниз. Снимаешь, да? Ну, я не знаю, что сейчас делать. Снимать или молиться? В общем, я проснулся в местной юрте. В ней реально холодно, и вообще в целом здесь минусовая температура. Ночью было примерно -5, лежит иней, выпадал снег и град. Сейчас мы едем к озеру Кельсу. Слышно? Да. Вот так сзади и направо. Ну, то есть налево сейчас пишу. Ну вот когда мы сейчас извинемся, то направо, туда же. Направо. Да ладно. Я сейчас еду в воду и прямо, да? Да, прямо. Вот сейчас я буду пересекать реку. Ну что, первая река Кельсу пройдена вброд. Но при этом это мы даже еще не вышли глобально из этой зоны лагерей. Сейчас мы едем в самый крайний лагерь. Там тоже юрты. То есть это еще пока цивилизация, все, что мы сейчас форсировали. А вот дальше, я предполагаю, будет настоящий оффроуд. В общем-то, интересное опять очередное испытание и меня, и крузака на прочность. Наконец-то я на озере Кельсу, оно прямо за мной. Это была одна из самых, наверное, ожидаемых мною точек в моем путешествии по Кыргызстану. Почему-то я очень много возлагал надежд на это озеро. И это тот случай, когда ожидание совпало с реальностью. Очень красивая дорога, невероятные горы по пути, невероятно красивое озеро. Дорога сюда, нельзя сказать, что она простая, но нельзя сказать, что она сложная. Местами 100% нужны навыки. Потому что тут есть по серпантину крутые повороты и крутые подъемы. Везде лежат большие камни. И, соответственно, есть риск порвать резину. Второй риск – свалиться в пропасть. Третий – просто не суметь пройти этот подъем, если не хватит мощности. Но виды, конечно, того стоят. И в целом вот это ощущение единения с природой, оно здесь есть. Но озеро не было моей финальной точкой маршрута. Местные жители рассказали, что с другой стороны озера, куда не добраться на машине, находится пещера настоящего медведя. В теплое время года он эту пещеру покидает, а зимой возвращается и устраивает в ней место для спячки. Ну что ж, надеюсь, они ничего не перепутали, там меня не будет ждать сюрприз. Итак, мы приплыли к первой остановке. Тут находится пещера медведя. У медведя хороший выбор. Большую квартиру себе отгрохал. Воу! В пещере создается необычный эффект, как будто ты находишься на какой-то луне или, я не знаю, какой-то планете. Когда ты наступаешь, от каждого шага поднимается пыль. Я попытаюсь проверить, насколько там глубоко, старым дедовским способом. Просто швырну туда камень. Итак, пробуем. Да, тут чисто. Шумка сделали. Да. Хорошая машина. Очень хорошая машина. Машина алгым келе жатты. Бу жак
Шунları өтөрдүк. Папа тоже хочет такую купить. Шатер не так ж легко вытащить. Наверняка его еще и нелегко поставить. Сейчас я его красиво брошу. Так, ну что, сейчас попробуем его поставить, надуть. Да где? Это будет первый опыт. Да где? Поэтому это будет такой не особо презентационный показ. Где это искать? Где? Ну а пока надо просто протестить, сколько времени уходит, чтобы, если придется ставить его ночью или в плохую погоду, уже были навыки. Там было в инструкции, очень легко ставить одному. Ну ё-моё, ну вот человек городской. Почти готов шатер. В принципе, небольшую тень он дает. Можно забраться под него и даже встать в полный рост. Все, я ушел внутрь. Ну все, вот так можно и ночевать, в принципе. И тоже здесь на фотографии, как издевается, один человек это все делает. Но я лицо тоже недовольны. Дорогой дневник, мне не подобрать слов, чтобы описать боль и унижение, которые я испытал сегодня. У меня блог без мата. A few moments later. Я понял, что проблема была не в палатке, а в насосе, ну и во мне. Надо насос накачивать родным насосом. Все, она каменная. И шатер готов. И смотрите, какой он офигенный. Очень легко ставить одному. В общем, беру свои слова обратно. Эту палатку, скорее всего, можно сделать одному. Ну, в смысле, ее установить. Кладешь пол, на нее кладешь шатер, закрепляешь колышками. Можно даже и не закреплять, как я сейчас понял, сразу. Просто накачиваешь, она поднимается, внутри делаешь каркас этими палками. Ну и все. Пристегиваешь дно, открываешь окна, можно жить. Я сниму потом еще наиболее полный обзор. Все обзоры, которые я видел на этот шатер, были на английском, чешском, еще каком-то. И это будет вот полноценный обзор на русском языке. Блин, а вообще теперь здесь жить хочу. Я отправился дальше. Наслаждаясь каждым километром пройденного пути, я продолжал восхищаться природой Кыргызстана. Каждые 50-100 километров виды настолько отличались друг от друга, что на своем маршруте я успел побывать в Скандинавии, в пустынях Дикого Запада и в лесах Сибири. Здорово, что не нужно торопиться, можно остановиться в любой момент и просто насладиться этой красотой вокруг себя. Ну, в общем, вот в такой позиции я находился утром и сейчас нахожусь. В общем, прошла ночь. Поставил шатер, не мог на него нарадоваться. Он действительно защищал от ветра. Там вся техника, сумки. Поставил стол, стул, приготовил себе ужин. Ну, в общем, с удовольствием провел вечер. Что произошло утром? Ну, во-первых, я понял, что, видимо, я действительно недостаточно хорошо закрепил веревки. Ветер дует попеременно с разных сторон. И, в общем, палатка начала, мягко говоря, хромать. И мне все время приходилось поднимать ее с колен. А вот, кстати, пожалуйста, демонстрация, собственно, что с палаткой. Думал, что сейчас будет замечательное утро в шатре, кофе, теплый завтрак. Вот, и какое-то время так и было. Короче, надо как-то заново это пробовать. Я не знаю, короче, меня это бесит. Блин, вообще теперь здесь жить хочу.
хоть сейчас понять принцип. Встань ты! Не выдерживает шатер и не выдерживают мои нервы. Короче, надо к хренам сворачивать этот шатер. В ней очень круто. Она большая, просторная, в ней все помещается. В ней очень высокий свод. В ней комфортно стоять. Осталось научиться ее правильно ставить, потому что я все еще в нее верю. На контрасте эта палатка сильно выигрывает. И какой бы ветер ни был, еще ни разу с ней не было проблем, чтобы она там как-то опустилась. Как бы единственный нюанс, там не постоишь полный рост. Сейчас себе заварил чаечек, перелил в термос. Запаса должно хватить до следующей точки. Держит термос отлично. На самом деле он держит тепло даже где-то 2 суток. То есть через 2 суток он в принципе тепленький, приятный. Если говорить о комфорте в кемпинге, то, понятное дело, это вопросы еды, ну и, разумеется, вопросы туалета. Я понимаю, что некоторые эти темы опускают, но на самом деле будем честны. Вопрос, как вы закрываете вопрос с туалетом, ну, он супер важный. Понятное дело, я тоже об этом думал, рассматривал разные варианты. Значит, биотуалет я сразу отсек, потому что, ну вот как-то не знаю, в моей концепции у меня очень много вещей, если там еще и будет ездить биотуалет, пусть даже с залитой химией, но я буду потенциально понимать, что у меня там ездят, значит, продукты жизнедеятельности, и они могут в любой момент на какой-нибудь колдобине пролиться или все прочее, меня бы это максимально тяготило. Второй момент, я, естественно, эту тему тоже изучал, все равно это надо как-то сливать, чистить. Я вообще этого максимально хотел избежать. И я думал, какое же мне найти решение, чтобы оно не занимало много места, было складным и отвечало моим требованиям. И, внимание, я сейчас покажу, что это. Итак, я представляю вам уникальную вещь, просто потрясающую. Это на самом деле переносной складной туалет для людей с инвалидностью. Но на самом деле это просто гениальная штука для туристических целей. Во-первых, эта штука очень крепкая. Во-вторых, она комфортная. Здесь вот эти пластиковые штуки, даже в минусовую температуру, они не холодные. Стульчак, на самом деле, тоже не особо холодный. Вот, плюс еще даже есть спинка. То есть вы можете в какой-то момент расслабиться, сесть, посмотреть на звезды. Выдерживает эта штука 150 килограмм. Значит, как эта штука разбирается? Опять же показываю. Вначале снимается вот эта часть. О, видите, вообще элементарно получилось. Дальше вот эта часть просто вот так складывается. Пожалуйста. Будем объективны. Если вы ездите один, и у вас вот такой шатер, такая палатка и достаточно много вещей, на сборы реально уходит на часа 2. Потому что нужно вначале все это перетащить, расфасовать, собрать, что-то помыть. Вот. И палатка, ну, естественно, не идеально складывается в чехол. Это целый квест. Еду в сторону Каракола, но еду очень живописной дорогой через разные ущелья. Никого нет. Дорога вся состоит из камней. Сейчас проезжал реку, и внизу была заброшенная хижина. Как я понимаю, раньше, наверное, она использовалась золотодобытчиками. Потому что я больше не понимаю, какой здесь сценарий. Строить достаточно большое здание прямо около русла реки. То есть, скорее всего, там намывали золото. И, видимо, в этом здании там что-то с ним делали. Едем мы через перевал Тавсор. Погода портится, темнеет, вокруг снег. Ехать еще несколько часов максимально экстремально, но ехать вниз тоже не лучшая идея. Блин, тормоза уже немного проскальзывают, видимость плохая, еще все запотело. Но ради таких приключений мы едем в горы. Но я даже не представлял, что меня ждет дальше. На спуске тормоза
хреново работают. Ну, прямо еду я по снегу. Честно говоря, меня это, конечно, пугает. Короче, я сейчас буду просто красться. Даже на маленьких спусках. Потому что я просто скатываюсь по инерции. Потому что лед, снег. Очень скользко. Ну, сейчас вылежимся. Отключай камеру пока. Значит, описываю ситуацию. Я по проложенному маршруту ехал через перевал Тосор. И начиналось все довольно интересно. Яки, заснеженные горы. Плохая погода, но не слишком. Вверх. Идет легкий снежок. Подъем. Погода портится, снежок. Впереди закрытые ворота. Примотаны веревкой. Стопроцентный совет. Если впереди закрыт шлагбаум, то огромнейшая вероятность, что вам туда ехать не надо. Но уже начинается прям конкретная метель, снег. Я понимаю, что дальше начинается спуск, что сцепление колес с дорогой хреновое. У меня стоят АТшки. Они как бы все сезонные, но они, конечно, не приспособлены для льда. Я понимаю, что ситуация крайне плохая. Надо разворачиваться. Потому что я на последнем спуске реально машину повело. То есть просто я еду, АБС тойотовский ни хрена не справляется. Я сам просто долблю на педаль. Впереди огромный валун, я каким-то чудом просто умудряюсь его объехать, торможу, я разворачиваюсь и собираюсь ехать назад. Там подъем. Я не учел, что, конечно, там еще и лед. Я беру определенный разгончик, доезжаю почти до конца, все, мощности не хватает, глохну и чуть-чуть скатываюсь назад. Благо тоже сумел затормозить, все, стою. Дальше я смотрю, значит, сзади уклон примерно 100-150 метров, отвесный достаточно. Посередине этой дороги валун, который надо объехать. Я понимаю, что если я сейчас попытаюсь поехать наверх, мне это не получится, то есть мне надо набрать разгон с места, то дальше, скорее всего, какая будет ситуация? Я просто покачусь назад, по инерции, по льду. И дальше два сценария. Либо я въезжаю задом в этот валун, либо я его объезжаю и просто слетаю в пропасть. Я принимаю решение провести ночь в машине. Машина стоит на уклоне, на ручничке, на передаче, плюс сзади на колесах стоят валуны. Я не знаю, что будет завтра с дорогой. Метель. У меня уже полностью все лобовое стекло в снегу. Капот в снегу, дорога впереди тоже в снегу. Но хотя бы будет светло, я смогу что-то оценить. У меня есть лопата. На крайний случай пойду копать. Спать буду в машине. Естественно, не наверху. Я вообще даже не знаю, буду я спать или нет. Засну ли я в таких ситуациях, потому что все равно страшно. Ну-ка, назад покатится еще что-то. Экономить буду топливо. У меня сейчас ситуация, у меня на одно деление больше, чем полбака. Еда есть, вода есть, но все равно, конечно, это, пожалуй, самая сейчас опасная и экстремальная ситуация за все время путешествия.